Ангелы крючком. У меня так в вязании было. Покажу раньше времени недовязанную вещь, и пропадает желание ее довязывать. Вы знаете, мне кажется, тут вот какая штука. Если мы работаем для клиента, просто вот такое направление мысли, да, я вяжу, чтобы продать, и чтобы... Тогда это может сработать в пользу того, что ничего не хочу доделывать. А если мы работаем для вечности, то что бы ни говорили, самую гадость, ты работаешь не для них, потому что они, те, кто говорит, как правило, не понимают ничего. Ты работаешь для Создателя. Как у Руми, по-моему, есть тексты, в которых он говорит, что он продавал какие-то тоже вязаные вещи или какие-то шитово, в общем, на рынке. Что-то делал, то ли какие-то там, я не знаю, робы, футболочки. Я могу ошибаться, может быть, не Руми, но какой-то суфий известный. И он говорил, что каждый стежок моего вот этого изделия пропитан любовью. Наверное, имелось в виду, что состояние, в котором он делал, никак иначе не назовешь, как просто вот океан любви. Поэтому я так предполагаю, если ты в этом океане находишься, то вокруг люди, которые не находятся в океане, да, они могут что угодно там лепетать. Твоего состояния это не изменит любое какое-то порицание. Поэтому даже для клиента ты можешь в этом океане, находясь, творить, и, в общем, не должно сильно изменять. Мне так кажется. По крайней мере, отложить, пойти кофе попить и опять вернуться, и будет все, мне кажется, хорошо. Ангелы крючком. Тут такое дело, друзья, мы портрет вот писали «надысь», как говорила бабушка, «надысь, тупорож». И люди попросили повторить и закрепить этот опыт портретный. Я договорился с той же студией на 21 мая в то же время, с 12:30, и приглашаю мужскую модель, чтобы нам закрепить этот успех, эту тему закрыть, как один писатель или поэт, как бы шуточно. Но не шуточно, он написал, что тему любви, значит, я познал, проработал, тема закрыта. То есть он больше романа о любви не пишет, закрыта тема, все там уже понятно. Так и мы, давайте мы закроем эту тему портрета на мужском образе. Может быть, я индейца приглашу того же с перьями. Давайте вместе решим. Но он сам по себе и без перьев хорош. Перья создают образ, какой-то цвет. У него там что-то еще другое есть. Кузнец, что ли? По-моему, он кузнец еще. Придет с кувалдой, будет нам позировать, держа кувалду вот так вот 3 часа. Но он может, он мускульный человек. Так что вы можете писать заявки на вот этот класс, который будет 21 мая. Май Борисович пишет: недавно в соцсетях одна тетенька заграничная из наших сказала, что сейчас, напротив, людям надо, чтобы мазками, чтобы были мазки. Наверное, о живописи портретной, может быть, идет речь. Не знаю, как уж там. В Америке так не очень всегда любили мазки. У них так все очень гладенько, у них какой-то свой такой проглядывается стиль. Вы можете посмотреть. Хорошие работы, я ничего не имею против. Мне они понятны. Это такой стиль. И не очень интересные. Если что-то изменяется в сторону мазков, напишите, пожалуйста, кто-то еще, может быть, слышал изменение курса в сторону такого, разухабистого экспрессионизма в портретной фигуративной живописи. Прям даже интересно. Галина Агейчик, расскажите, как вы проклеиваете и грунтуете холст без подрамника, который вы используете на этюдах, закрепляя его на планшете скотчем. Очень сложная штука. То есть у меня есть такая доска, я кладу, значит, лист, допустим, это вот холст, там 30×40, да, я его кладу, доска, и пристреливаю по уголкам степлером.
чуть-чуть так растягиваю, он же садится потом, как эти самые джинсы. В 4 концах пристреливаю и грунтую. Он высохнет, потом я отдираю эти вот зашлепки, скобы, и тогда он готов. По-другому не получается. Нужен какой-то лист фанеры, ну, у меня их там 3, что ли. Так что вся мастерская превращается в грунтовку. Андрей Рош: негров проще рисовать. А говорят, что негров нельзя называть, черных они можно называть, а так какой-то расизм получается. Ну, в общем, черных проще рисовать. Я это просто чувствую вместе с вами. Ну, не скажу, что прям проще. Оно необычнее, интересно, как по мне, потому что, ну, как другая структура черепа, такая удивительная. Черных я люблю очень писать, ну и рисовать тоже. Я несколько раз писал чернокожих. Ну, проще, не проще. Все просто, когда ты умеешь, что называется. Тут нюансы, все дело в нюансах, потому что все настолько тонко, надо же не впасть в прелесть, нужно же отличать, все равно разделять. Все, что ты видишь, разделять на составные и точно попадать в эти нюансы. Причем они тоже тепло-холодные. И чтобы чернота не было сажей, а чтобы был цвет. Вот что важно. Поэтому над портретом, ну, на мастер-классе очень выгодно работать. Ты можешь почувствовать цвет в тенях, чтобы он был цветом. То есть я к чему говорю? Что черная краска плюс белый не дает, это не цвет, это серый. Ну, я называю так, это некая серость или разная серость. А цвет — это вот в сторону теплоты или в сторону холода все-таки, чтобы сложный цвет. Он может быть, кстати, и сероватый, но не серый. Серый или черный — это не цвет. Нет тогда жизни, нет светоносности. Здесь просто будет графика черно-белая. Ну и чтобы подготовиться к портрету, который будет 21 мая, или вообще просто подготовиться, посмотрите мой урок, где я писал пожилого человека, это позировала моя мама, и он не на основе теплохолодности, но он на основе тонких развлечений света и тени. И посмотрите, какая работа велась в цветах и какая в тенях. Он очень интересен этот. Посмотрите анонс, и урок стоит вашего внимания, по крайней мере, я вам предлагаю не пропустить его. Ну вот, пока мы с вами говорили, Андрей, индеец который, да, он прислал подтверждение, что он будет нам позировать 21 мая. Так что записывайтесь. Маргарита Пасмор: часто вижу, что представленные художником авторские работы на самом деле являются вольной копией работ других художников. Наверное, это хороший способ учиться и, возможно, хороший способ зарабатывать. Но пропадает главный смысл творчества. Ну, ничего, пропадает. У кого-то пропадает, у кого-то нет. Какая мотивация, какая цель у того, кто копирует? Если научиться и самому стать мастером, то нормально. А если стать просто продажным, то, значит, ты продался за серебряники. То есть, значит, для человека нет задачи достичь вершины и самому быть на ней, писать новое. Он просто может копировать, повторять, но не создавать новое. Ну, что ж поделаешь. Разные, много комнат в доме отца моего. 45-й урок. Психологический портрет. Не случайно в академиях приглашают пожилых натурщиков для рисования и живописи портрета. Это важнейший этап в обучении, потому что у пожилого человека очень ярко просматривается череп, его устройство. Художник обязательно должен видеть, что внутри, иначе получится вяло, как сосиска нарисованная. Все должно быть конкретно. Об этом урок. Как писать портрет конкретно. Странное слово, может быть, даже не очень понятное, но именно конкретностью отличаются профессиональные работы от дилетантских. Урок с практическими объяснениями каждого мазка. Откуда, что берется, куда кладется и почему. 45-й урок. Психологический портрет.